Здравствуйте! Сегодня мы с вами научимся вязать красивые пинетки-ботиночки с широкой косой. Для работы нам понадобится моточек пряжи, крючок, 4 пуговички, разделители и сантиметровая лента. Работу по вязанию нашей пинеточки мы с вами условно разделим на две части. Сначала выполняем подошву, а затем выполняем верхнюю часть нашей пинетки. Начинаем выполнение нашей подошвы с 15 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Мы набрали цепочку из 15 воздушных петель. И теперь выполняем 2 воздушные петли подъема. 1, 2. Далее в третью петлю от крючка мы провязываем 3 полустолбика. Выполняем. 1, 2 и 3. Выполнили. Далее ровно вяжем 6 полустолбиков. То есть мы провязываем с вами по одному полустолбику в одну воздушную петелечку. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Выполнили. Далее выполняем 7 столбиков с одним накидом. Также в каждую воздушную провязываем по одному столбику. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и последний 7 столбик с одним накидом провязанный ровно. У нас с вами остается одна воздушная петелечка. В нее мы с вами будем провязывать 7 столбиков с одним накидом. Выполняем. 1, 2, 3, 4. При этом работу разворачиваем. 5, 6 и последний 7 столбик с одним накидом. Петелечку мы эту с вами подтягиваем. Теперь переходим на выполнение противоположной стороны. Точно так же мы вяжем 7 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Выполнили. Теперь мы выполняем 6 полустолбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Выполнили. И нам остается провязать в нашу последнюю петелечку 3 полустолбика. 1, 2,
3. И для завершения нашего кругового ряда мы вводим крючок во вторую воздушную петлю подъема и выполняем соединительную. Наш круговой ряд завершен. И мы можем приступить к выполнению следующего ряда. Для выполнения следующего ряда мы вяжем одну воздушную петлю подъема и ровно провязываем 18 столбиков без накида. То есть вершинку каждого столбика предыдущего ряда мы провязываем по одному столбику без накида. Считаем: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и последний столбик без накида, 18. Провязали. Далее мы с вами выполняем 3 раза по 2 столбика без накида. Выполняем первый раз 2 столбика без накида с общим основанием, второй раз 2 столбика и третий раз 2 столбика без накида. Работу мы с вами разворачиваем. И теперь точно так же вяжем 18 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Выполнили 18 столбиков без накида и завершаем наш круговой ряд. Вводим крючок в первую воздушную петлю подъема и выполняем соединительную. Наш круговой ряд завершен, и мы можем приступить к выполнению следующего ряда. Начинаем выполнение нашего ряда с 3 воздушных петель подъема. Выполнили. И вяжем столбик с одним накидом, воздушную петлю подъема предыдущего ряда. Выполнили. Далее выполняем 2 столбика с одним накидом с общим основанием. Вершинку столбика следующего провязываем 1 столбик с накидом и второй. Выполнили. Далее провязываем столбик с одним накидом. И далее вяжем опять же 2 столбика с накидом с общим основанием. 1, 2. Выполнили. И теперь выполняем 15 столбиков с одним накидом ровно. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15 столбиков с одним накидом мы выполнили. И теперь нам нужно связать 6 раз по 2 столбика с одним накидом. Выполняем первый раз, 2 столбика с одним накидом с общим основанием. Второй раз, третий раз 2 столбика, четвертый, пятый и последний 6-й раз 2 столбика. Выполнили. Хорошо видно, мы перешли на выполнение противоположной стороны. Теперь мы вяжем 15 столбиков с одним накидом ровно. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и последний 15 столбик с одним накидом выполнены ровно. Далее мы выполняем 2 столбика с одним накидом с общим основанием, 1 столбик с одним накидом и еще раз 2 столбика с одним накидом с общим основанием. Связали. Теперь нам остается завершить наш круговой ряд. Вводим крючок в 3-ю воздушную петлю подъема и выполняем соединительную. Наш круговой ряд завершен. Вот такая подошва у нас с вами получается. И мы можем приступить к выполнению следующего ряда. В начале ряда выполняем 1 воздушную петлю подъема и далее вяжем 1 столбик без накида. В вершинку следующего столбика вяжем 2 столбика без накида. 1, 2. Далее вяжем 1 столбик без накида и еще 1 столбик без накида. И далее опять вяжем 2 столбика без накида с общим основанием. 1, 2. Выполнили. И теперь выполняем 16 столбиков без накида. Вяжем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и последний 16 столбик без накида выполнены ровно. Теперь мы с вами будем выполнять 2 столбика без накида с общим основанием. 1, 2. Далее 1 столбик без накида. Далее опять 2 столбика без накида. Далее 1 и опять 2
с общим основанием. Далее 2 столбика без накида, провязанные в каждую вершинку, то есть раз столбик провязанный без накида и второй столбик без накида провязан в вершинку следующего столбика. И далее мы повторяем 2 столбика с общим основанием, 1 столбик, 2 столбика с общим основанием, 1 столбик и 2 столбика с общим основанием. И далее выполняем 16 столбиков без накида ровно. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и последний 16 столбик без накида выполнены ровно. Связали. Далее выполняем 2 столбика без накида с общим основанием, 1 столбик без накида и еще 1 столбик без накида. И опять 2 столбика без накида с общим основанием. Далее для завершения нашего ряда мы вводим крючок в первую воздушную петлю подъема и выполняем соединительную. Наш круговой ряд завершен. И вот такая подошва у нас с вами получается. И мы можем приступить к выполнению последнего ряда нашей подошвы. Приступаем к выполнению нашего ряда последнего. Выполняем 3 воздушные петли подъема и вершинку следующего столбика выполняем столбик с 1 накидом. Далее выполняем 2 столбика с накидом с общим основанием. Раз, два. Провязали. Далее вяжем 1 столбик с 1 накидом. Далее опять 2 столбика с 1 накидом с общим основанием. Раз, два. И опять 1 столбик с 1 накидом. И еще раз 2 столбика с общим основанием. Выполнили. Далее мы с вами будем вязать 18 столбиков с 1 накидом ровно. Выполняем. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и последний 18 столбик с 1 накидом выполнены ровно. Связали. Теперь мы с вами будем выполнять
носочек пинеточки. И здесь нам с вами понадобится обязательно маркер. Не спеша приступаем к выполнению. Вяжем 2 столбика с одним накидом с общим основанием. Выполняем 1, 2. Далее 2 столбика с одним накидом, ровно 1 и 2, то есть каждый провязывается в вершинку предыдущего столбика предыдущего ряда. Далее выполняем опять 2 столбика с общим основанием. Далее опять 2 столбика ровно. 1, 2. Далее 2 столбика с общим основанием. 1, 2. И 2 столбика с одним накидом ровно, то есть вершинку каждого столбика предыдущего ряда. Выполнили. Теперь мы останавливаемся, берем маркер и обратите внимание, вводим маркер между нашими столбиками. Выполнили. И теперь переходим на выполнение противоположной стороны нашей подошвы. Вяжем 2 столбика с накидом с общим основанием. 1, 2. Связали. Далее 2 столбика ровно. 1, 2. 2 столбика с общим основанием. 1, 2. И опять 2 столбика ровно. 1, 2. И 2 столбика с общим основанием. Провязали. Такой носочек получился нашей пинеточки. И обратите внимание, маркером мы с вами обозначили центр носочка нашей пинетки. В данном случае это центр носочка подошвы нашей пинетки. И теперь мы ровно с вами вяжем 18 столбиков с одним накидом. Выполняем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и последний 18 столбик с одним накидом, провязанный ровно. Далее выполняем 2 столбика с общим основанием. 1, 2, 1 столбик с накидом и вновь 2 столбика с общим основанием. Далее опять 1 столбик и 2 столбика с общим основанием. Выполнили. Теперь для завершения нашего кругового ряда мы вводим крючок в 3-ю воздушную петлю подъема и завершаем наш ряд. Остановимся и смотрим, что у нас получилось. Вот такая у нас подошва получилась. Мы обозначили с вами маркером центр носочка нашей пинетки.
Так она смотрится по изнанке. После того, как мы с вами связали подошву, мы можем приступить к выполнению верхней части нашей пинеточки. И для этого мы с вами свяжем один ряд столбиков без накида вогнутых. Выполняем одну воздушную петлю, далее вводим крючок и захватываем воздушные петли подъема в предыдущем ряду и вытягиваем рабочую петлю. Выполняем столбик без накида. И таким образом мы выполняем с вами изнаночные или вогнутые столбики без накида до конца нашего ряда по всему контуру нашей подошвы. Я выполню несколько столбиков. Далее вы ряд закончите самостоятельно. Мы завершаем выполнение нашего ряда. И после того, как провязали последний столбик без накида вогнутый, мы вводим крючок, обратите внимание, в вершинку первого столбика, при этом пропустив воздушную петлю. И выполняем соединительную. Наш круговой ряд завершен. Мы с вами остановимся и обязательно посмотрим, что у нас получилось. Мы не забываем переставлять маркер. И хочу обратить ваше внимание, после выполнения ряда столбиков без накида подошва немножечко подтянулась. Ничего страшного. При дальнейшем вязании верхней части пинетки и обвязке подошвы рачьим шагом наша подошва обязательно выровняется. Нам теперь с вами понадобятся маркеры. И перед выполнением следующего ряда мы сделаем небольшое распределение петель на носочке нашей пинетки. От нашего центрального маркера, напоминаю, мы с вами вводили этот маркер между столбиков, поэтому по одну и другую сторону от маркера наши петли будут учитываться с самой первой петелечки. И начинаем отсчитывать. В одну и в другую сторону мы отсчитываем 14 петель или 14 столбиков. Отсчитываем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. И в 14 с одной и с другой стороны мы вводим маркеры. Мы выполнили распределение, зафиксировали наши маркеры и теперь можем приступать к выполнению следующего ряда. Для этого мы выполняем одну воздушную петлю подъема и в вершинку следующего столбика провязываем столбик без накида. Далее вяжем 3 воздушных петелечки. 1, 2, 3. Выполнили. Пропускаем 3 столбика. 1, 2, 3. Вводим крючок в 4-й столбик и выполняем столбик без накида. Далее выполняем еще один столбик без накида. Опять выполняем 3 воздушных петли. 1, 2, 3. Пропускаем 1, 2, 3 столбика. В 4-й вводим крючок и выполняем столбик без накида. И еще один. И таким узором мы с вами вяжем до маркера. Давайте выполним. Опять 3 воздушных. 1, 2, 3. И 2 столбика без накида. 3 воздушных. 1, 2, 3. Отсчитываем 1, 2, 3. И 2 столбика без накида. 1, 2. 3 воздушных. 1, 2, 3. И теперь вы можете себя проверить. 1, 2,
3 и вводим крючок в 4-ю петлю, которая у нас с вами отмечена маркером. Выполняем столбик без накида. Далее вяжем полустолбик. И далее вяжем столбик с одним накидом. Провязали. Выполняем далее 3 воздушных петли. 1, 2, 3. Далее накид на крючок. Пропускаем 3 столбика в предыдущем ряду. 1, 2, 3. В 4-й вводим крючок и теперь уже вяжем столбик с одним накидом. 1, 2, 3 и 4. Выполнили. Далее 2 воздушных. 1, 2. И вяжем 4 столбика с одним накидом, при этом пропустив 1, 2 столбика. В 3-й вводим крючок, выполняем 1 столбик с накидом, 2. И вот мы можем себя проверить. Это у нас с вами центр нашей пинеточки. И уже 2 других столбика будут с другой стороны. Вот носочка. 1, 2. Маркеры нам уже не нужны, мы их снимаем. Далее опять выполняем 2 воздушных петли. 1, 2. Накид пропускаем 2 столбика. В 3-й вводим крючок, выполняем столбик с одним накидом. 1, 2, 3 и 4. Выполнили. Далее 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Накид на крючок. Пропускаем 1, 2, 3 петли. В 4-ю вводим крючок и выполняем столбик с одним накидом. Далее выполняем полустолбик. И можем себя проверить. Столбик без накида мы должны выполнить с вами. Столбик отмеченный маркером. Выполнили все верно. И далее продолжаем нашим узором вязать. 3 воздушные. 1, 2, 3 пропускаем. 2 столбика. 3 воздушные. 1, 2, 3. 1, 2, 3 и 2 столбика. 1, 2, 3 воздушные. 1, 2, 3 и 2 столбика. 3 воздушные. 1, 2, 3 и 2 столбика. И теперь 1, 2, 3 воздушные. 1, 2, 3 столбика мы пропускаем, вводим крючок в 1-ю воздушную петлю подъема и выполняем соединительную. Мы с вами выполнили ряд наш пинеточки в верхней части. Это уже 2-й ряд. И вот такой у нас ряд получился. И теперь мы можем приступать к выполнению следующего ряда. Мы приступаем к выполнению следующего кругового ряда. И для этого выполняем 1 воздушную петлю подъема, столбик без накида и вяжем арочку из 3 воздушных петель. Вводим крючок в вершинку столбика предыдущего ряда. Выполняем столбик без накида 1 и 2.
Далее опять арочка из 3 воздушных петель. 1, 2, 3. И вновь 2 столбика без накида. Итак, мы с вами вяжем до наших этих 3 столбиков. Тут нам немножко осталось выполнить. Выполняем арочка из 3, 2 столбика, арочка из 3 петелечек и 2 столбика, и арочка из 3 воздушных. И теперь очень внимательно над нашими столбиками разновысокими мы точно так же провязываем столбик без накида, полустолбик и столбик с накидом. Выполнили. Далее выполняем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Выполнили. И теперь будем вязать столбики с 4 накидами, выпуклые, над вот этими 4 столбиками. Выполняем 4 накида на крючок. 1, 2, 3, 4. Вводим крючок вокруг первого столбика и выполняем столбик с 4 накидами. Мы берем поудобнее и выполняем столбик с 4 накидами выпуклый. При выполнении всех столбиков с 4 накидами обращайте внимание, чтобы они у вас были одинаковой высоты. Тогда у вас коса получится ровной и аккуратной. Это у нас с вами 3 столбик с 4 накидами. 1, 2, 3, 4 и еще один. 1, 2, 3, 4. Далее вяжем 2 воздушные и выполняем опять 4 столбика с 4 накидами, выпуклые, но уже над этими столбиками. 4 накида, вводим крючок в самый первый столбик и вяжем столбик с 4 накидами. 2, 3, 4 и еще один. Раз, 2, 3, 4. Еще один над следующим столбиком. 1, 2, 3, 4. Еще один. 1, 2, 3, 4. Выполнили. Далее выполняем 2 воздушных, связали и выполняем 4 столбика с 1 накидом выпуклые над этими столбиками 4. 1, 2, 3, 4. Далее вяжем 3 воздушные. 1, 2, 3. И вяжем столбик с накидом, полустолбик, столбик без накида. Далее арочка из 3 воздушных петель, 2 столбика. Давайте остановимся и посмотрим, что у нас с вами получилось. Вот такое красивое объемное плетение у нас с вами на носочке пинетки получилось. А мы продолжаем с вами ряд и выполняем арочки из 3 воздушных петель. 1, 2, 3 и столбики без накида.
Раз, два. И опять раз, два, три. Раз, два. И раз, два, три. Раз, два. И раз, два, три. Завершаем наш ряд. Вводим крючок в первую воздушную петлю подъема и выполняем соединительную. И остановимся. Еще раз смотрим, что у нас получилось. Теперь можем приступать к выполнению следующего ряда. В следующей части мы продолжим с вами работу.